Всем привет! Закончил несколько новых ремней. Завтра буду отдавать заказчику. И пока они у меня в наличии, решил записать небольшой видеообзор на эти изделия. Значит, стандартная для меня модель. То есть я обычно делаю ремни 40-миллиметровые. Вот ширина ременной полосы 40 мм. Кожу использовал хорошую итальянского производства в толщине 3 мм. Цвет темно-коричневый, каштан с эффектом pull-up. Это эффект быстрого состаривания. То есть на изгибах при продавливании кожа осветляется, меняет свой оттенок, и все изделие получается вот такой вот интересной, красивой текстуры, такой рисунок получается по всему изделию. Выглядит очень красиво. Значит, кожа идет изначально уже сошлифованной бахтермой, вот, сошлифованной изнанкой. Я потом покрываю ее финишем для того, чтобы закрепить ворс, чтобы он не поднимался в процессе использования. Торцы полирую и потом покрываю финишем от Fibbing Edge KT прозрачным. Торцы остаются такого же цвета, которого были и до полировки, то есть в цвете самого изделия. Пряжки покупаю итальянские, ставлю, но самые обычные, самые простые, с возможностью вот нашивки такого наконечника на пряжку. Он вносит свою изюминку в изделие. Ремень выглядит более интересней. И плюс столкнулся с тем, что на некоторых пряжках бывают литые там, или дешевые, которые не обрабатываются от края. Там всякие заусеницы бывают или острый край. И при продевании ременной полосы в эту пряжку вот здесь остаются различные царапины и повреждения, которые потом очень сложно убрать, и они остаются на изделии. Поэтому делаю такую нашивку, и как видите, полоса ременная, когда она проходит через пряжку, то трется об эту нашивку, и никаких повреждений или дефектов не остается. Все остается в изначальном виде. Вот такая вот нашивочка. Саму пряжку я потом вшиваю, делаю один шов, потом делаю обратный, за ним ставлю такой вот тренчик поуже, и это все закрепляю на клепке. Этот тренчик я делаю немного шире, чтобы можно было на него поставить свой логотип. Логотип ставлю на тренчик из-за того, что бывают заказчики, которые просят ничего, никаких надписей не ставить на изделие. Поэтому при желании можно снять тренчик, и ремень останется в чистом виде, без брендирования. Вот, тренчик, значит, я собираю вот таким вот образом, совмещаю торцы вот такой вот ременной полосы и потом прошиваю, то есть без использования клепок и различного там утоньшения кожи. Тоже такой довольно интересный вариант нашел для себя. Все детали ремня изначально
покрываются водоотталкивающей эмульсией. Эликсир называется от Кенда-Фарбиан. Вот. И потом поверх я уже в этом варианте вскрывал апретой Супер. Это финиш тоже от Кенда-Фарбиан. Он дает такой глянцевый эффект. Вот. Изделие выглядит дороже и более завершеннее. Плюс вот конкретно с этой кожи очень красиво получается вся текстура, вот эти жилки, все оно получится как залито лаком. Мне очень понравился этот эффект. На других кожах, если прокрас равномерный, то такой красоты не будет. Все ремни шью по размерам заказчиков. Это происходит таким образом, что заказчик мне отправляет длину, расстояние от кончика иглы пряжки до того отверстия, которое он чаще всего использует. И я уже, когда собираю изделие, то есть вшиваю пряжку и делаю первое отверстие на том расстоянии, которое вот он мне отправил. И это отверстие как раз и будет им использовано. Дальше от этого отверстия я отступаю в каждую сторону по 2 или 3 отверстия на всякий случай, если вдруг человек похудеет или наоборот наберет вес, или возможно решит кому-то подарить это изделие. Вот. В общем, получаются такие вот ремни. На этом все. Спасибо за просмотр.